Оказывается, наш разум не всегда бывает нам полезен. Рефлексия, размышления о несправедливом устройстве мира и бессодержательная игра ассоциаций истощают силы и отвлекают внимание от того, что нас окружает. Мышление влияет на все в жизни. Ваши действия, ваши представления о самих себе, ваши возможности, ваш уровень стресса и ваше здоровье. Ваш образ мышления определяет, какой опыт будет преобладать в течение вашей жизни. Будет ли это страх или восхищение? Будет ли он избыточен или недостаточен? В этом видео мы обсудим 10 уловок нашего мышления, которые мы сами же себе выстраиваем, попадая в собственную тюрьму разума. Избегание. Есть много причин, по которым мы избегаем своих чувств. Одни вызывают душевный дискомфорт, другие кажутся нам ошибочными, третьих мы боимся. Но пока мы делаем это, мы отрицаем реальность. Так что пригласите свое чувство войти в вашу жизнь и побудьте с ним, после чего подумайте, о чем оно говорит, и решите, как долго собираетесь его удерживать. Вместо того, чтобы прятать это чувство, позвольте себе с ним разобраться. Сознание жертвы. Многие из нас находятся в плену сознания жертвы. Мы постоянно спрашиваем себя, почему так случилось? Почему я болею? Почему я потерял работу? Почему партнер мне изменяет? Искать виновных можно бесконечно. Виктимность или психология жертвы приводит к трупному окончанию сознания. Ваш рассудок вязнет в прошлом. Его заклинивает на боли. Он застревает на утратах и дефиците, на том, чего вы не можете сделать и чего у вас нет. На подсознательном уровне мы чувствуем, что так безопаснее. Можно не принимать никаких решений, но тогда и улучшения не наступит. Но вы можете избавиться от сознания жертвы. А как это сделать, смотрите в нашем видео, которое будет в подсказках и в описании. Отчаяние и безнадежность. Везде можно найти причины для отчаяния. Его семена дают обильные плоды. Если мы решаем, что все бесполезно или невозможно, так оно и будет. Но если мы действуем, то кто знает, что из этого выйдет? Надежда – это увеличенная во много раз версия любопытства. Это готовность культивировать в себе все, что может разжечь огонь, и освещать его светом в самые темные места. Надежда – это особый акт воображения, причем наиболее смелый из всех известных. Позвольте надежде на лучшее быть в вашей жизни. Собственные тайны. Мы часто прячем или отрицаем то, что происходит в нас самих. Поступки, переживания, события. Они становятся заложниками, которых мы держим в подвале своей души. Но с каждым разом они все более отчаянно пытаются привлечь внимание. Стоит помнить, любые секреты служат во вред, поскольку способствуют возникновению стыда и подпитывают это чувство в нас. А состояние стыда – прямой путь к любой зависимости. Свобода приходит, когда мы видим правду и говорим правду. В первую очередь самим себе. Вина и стыд. Вина держит очень крепко. Она коренится в чувстве стыда. Вы верите, что недостойны. Думаете, что вас не хватит. Не хватит на все, что вы делаете. Чувства вины и стыда могут быть крайне изнурительными, но они не дают настоящей оценки тому, кто мы. Это образ мышления, который мы выбираем и в котором надолго увязаем. Если вам знакомы чувства вины и стыда, необходимо как можно скорее от них избавиться. Они тянут нас топором на дно. И я повторюсь еще раз, мы выбираем эти чувства сами. Непережитое горе. Сожаление часто возникает не из-за того, что произошло, а из-за того, чего не случилось. Нам стоило быть добрее, чаще видеться с близкими, помочь им при жизни. Сожаление несет в себе желание изменить прошлое. Это правильно, что мы оплакиваем тех, кого потеряли, скорбим и испытываем душевную боль. Но наша жизнь не сводится только к потерям. Печали и радости идут рядом. Это две стороны одной медали. Вместо того, чтобы умирать за своих погибших, мы можем жить ради них. Негибкость мышления. К психологу часто обращаются люди, желающие наладить связь с близкими.
У кого-то возникают проблемы с детьми, у кого-то не ладится с партнером, но все хотят найти идеальный способ общения, достичь взаимопонимания, убрать тяжесть и напряжение из отношений, сделать их гармоничными и доверительными. Но нередко люди идут на прием не за тем, чтобы научиться улаживать конфликты, они хотят убедить другую сторону принять их точку зрения. Держаться своей правды, не отрицая правды других, не управляя их мнением, не используя свою власть над ними – в этом заложен важнейший секрет разрешения конфликта и сохранения собственной свободы. Игнорирование себя. С самого рождения мы нуждаемся в заботе других людей, поэтому очень рано усваиваем, как важно снискать внимание, любовь и одобрение. Но чужие ожидания и ощущения, что нам предназначено исполнять некую роль, загоняют нас в угол, завязывают нам руки, глаза и лишают возможности действовать так, как мы хотим. Опасно доверять собственную жизнь в чужие руки, ведь единственный, кто есть у вас навсегда, это вы сами. Позвольте себе побыть эгоистичным человеком, проявлять любовь и заботу по отношению к себе – очень важный и полезный навык. Парализующий страх. Под действием страха нам на ум приходят самые назойливые, неумолимые, провокационные вопросы. Что если, а вдруг? Вас охватывает паника, тело сотрясает дрожь, сердце колотится, а травма, которую вы давно пережили, грозит снова поглотить. Мы держимся за страх, чтобы не пропустить удара, но в итоге он становится цикличным и обращается самосбывающимся пророчеством. Это мешает жить. Непрощение. Иногда мы уверены, что не можем простить. Но что происходит в этом случае? Мы расходуем энергию вместо того, чтобы тратить ее на свою жизнь, ту, которую мы заслуживаем. Прощать не означает разрешить другому продолжать нас ранить. Прощать означает выбирать себя, перестать зависеть от обидчика и не тащить через всю жизнь тяжелый груз. Вот такие 10 уловок нашего мышления, которые сажают нас в собственную тюрьму разума, существуют. И с каждым из них нужно бороться, чтобы жить свободно. На этом, друзья, наше видео подходит к концу. Я благодарю каждого из вас за просмотр. Обязательно поставьте этому видеоролику лайк, подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждет еще масса всего интересного. Всем пока!